Черный список Зеленского, как российская журналистка Латынина присоединилась к команде подсанкционного Арестовича. Заявление из Киева. Путин провел срочные и неанонсированные переговоры в Кремле за закрытыми дверями. Каково решение? Украина готовит операцию, подобную Курской. Представитель Бундесвера раскрывает планы Киева и говорит, что Путин не победит военным путем. Берлин потратит 5 миллиардов евро на закупку ракет для Украины. Немцы заявляют о потере России территорий. Детали. Алиев поблагодарил украинцев за удары по российской армии. Новое заявление Азербайджана. Трамп в ярости из-за действий Нетаньяху и считает его безумцем из-за постоянных обстрелов. Срочный звонок из Белого дома. Пили водку с Лукашенко и произносили тосты. Представители американского президента рассказали, как договорились с Минском отпустить из тюрьмы Зинковича и Тихановского. Кто спорит в интернете больше всего? Узнаете ли вы себя в описании от ученых? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Черный список Зеленского. Украина ввела персональные санкции против украинцев и россиян. Официальная версия – антиукраинская пропаганда. Указ уже опубликован на сайте президента. Итак, под ограничениями Киева российская военкор Татьяна Аксененко, экс-нардеп Украины Наталья Королевская, украинский бизнесмен Геннадий Балашов, украинец Андрей Серебрянский, известный как блогер Андрей Луганский, и, наконец, журналистка из России Юлия Латынина. К слову, в РФ она признана иноагентом еще с 22 года. Латынина, как вы помните, ранее проводила большое количество эфиров вместе с Арестовичем, который также сейчас является подсанкционным. Украинские медиа отмечают, что Латынина активно критиковала украинскую власть в последних своих эфирах, говорила, что Украина не имеет права на существование как националистическое государство, ведь в таком случае является стратегической угрозой для России. Ей бы хотелось видеть Украину нейтральной, многонациональной и той, которая помнит свои русские корни. Это была цитата. Помимо этого, Латынина считала, что Зеленский заинтересован в продолжении войны. В Украинском центре противодействия дезинформации отметили, что в список попали лица, которые продвигали нарративы, созвучные с российской пропагандой, и объяснили, какие именно ограничения Зеленский наложил на всех этих людей. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на пользование имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые исключают дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство. Путин не отступит от своих целей и не принимает условия Зеленского. При этом Москва готова к диалогу. В Кремле также добавляют санкционные запугивания Трампа Москве нипочем. По словам Пескова, мировое сообщество уже привыкло к временами жесткой риторики президента США. А Трамп, как вы помните, на прошлой неделе снова был разочарован Путиным и пообещал новый пакет военной помощи Киеву, в том числе системы ПВО «Патриот». Также в Белом доме России поставили ультиматум – 50 дней, чтобы прекратить боевые действия в Украине. В противном случае будут санкции. Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий, он непрост. И, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают. Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидно, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас. Официально Кремль еще не подтвердил дату третьего раунда переговоров между Киевом и Москвой, но ТАСС, ссылаясь на свой источник, сообщила, что место встречи уже определено. Делегации снова соберутся в турецком Стамбуле. Ранее Зеленский заявил про готовность украинской делегации провести переговоры уже на этой неделе. Тем временем в Германии говорят о том, что Украина тоже не собирается капитулировать и поднимать белый флаг. И вообще сидеть сложа руки. Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии намекнул, что Киев готовит операцию, подобной Курской, и планирует сделать так, чтобы Путин понял, что он не сможет выиграть войну военным путем. Это была цитата. Не раскрывая военных секретов, можно сказать, что Украина постоянно рассматривает возможности для новых внезапных операций, подобных Курской. Я вижу большие шансы для инициативы в так называемом глубоком бою, операциях в глубине территории противника. Недавно мы обсуждали операцию «Паутина», связанную с дальнобойными средствами. Именно в этом направлении я вижу потенциал. Поэтому мы активно поддерживаем Украину в этой области. Важно, чтобы эти успехи подпитывались и усиливались, а не ограничивались
ограничивались точечными ударами. Это должно показать Путину, что он не сможет выиграть эту войну военными средствами. Фройдинг накануне также заявил, что Россия собирается одновременно запускать по Украине около 2000 ударных дронов. Вечером 20 июля украинские мониторинговые группы стали заявлять, что Россия запустила сотни дронов с 6 направлений, в том числе и из Крыма. Взрывы гремели в Харькове, там было минимум 10 прилетов. Также в Днепропетровской области уже за полночь Россия подняла еще и авиацию МиГ-31К и ударила кинжалом. Кроме того, с российских аэродромов взлетели 4 самолета Ту-95М. В Черное море были выведены ракетоносители с 30 калибрами. Пуски ракет произошли одновременно, в половину третьего ночи по киевскому времени. Одной из главных целей обстрела стал Киев. Параллельно с крупнейшей атакой России по Украине взрывы гремели в самой РФ. Под прицельным ударом оказались объекты в Ростовской области. Дроны пробивались также и летели к Москве. Германия планирует купить для Украины ракеты «Патриот» на 5 миллиардов евро. Об этом заявила глава немецкой партии АДГ Алиса Вайдель. Об этом она вскользь упомянула во время интервью. При этом немецкий Бильд пишет, что ВСУ смогли выбить российские войска из 4 населенных пунктов лишь за последние несколько дней. Россия теряет территории на одном направлении, при этом приобретает на другом, уточняют авторы материала. В Бильд говорят, что ВС РФ отошли из сел Ялта и Воскресенко в Донецкой области, из Николаевки, а также из Кондратовки в Сумской области. Несмотря на локальные успехи, ситуация на фронте остается тяжелой для ВСУ. За последние 2 месяца Украина потеряла более 30 населенных пунктов, а с начала года Россия захватила около 2500 квадратных километров территории. В Берлине также считают, что Украина не проигрывает в этой войне. Такое заявление сделал глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он заявил, что вся Европа стоит на стороне Украины и США готовы продолжать поддержку. Фридрих Мерц сыграл большую роль, потому что с самого начала четко заявил о своей поддержке Украины. Он поднял этот вопрос в овальном кабинете и на личных встречах в рамках G7. Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США сейчас необходимы. Мы можем быть рады, что канцлер наладил такой разумный контакт с президентом США, и голос Германии снова слышен в Вашингтоне. Как и когда закончится эта война? Как считаете, будут ли победители или проигравшие? Или стороны придут к какому-то согласию дипломатическим путем? Напишите свой ответ в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал. А я продолжаю. Алиев поблагодарил украинцев за удары по российской армии. Все произошло во время его встречи с украинской ведущей журналисткой Оленой Курбановой. Она вручила ему шевроны подразделений ВСУ, а Алиев в ответ сказал: «Спасибо большое, продолжайте так же». Спасибо вам большое, спасибо вам, продолжайте так. Дважды за сутки Алиев четко заявил о своей позиции поддержки Украины. Ранее он говорил, что украинцы не должны соглашаться с оккупацией, а также предупреждал, что подаст на Россию в суд из-за уничтожения самолета азербайджанских авиалиний. Событие не осталось незамеченным в России. Z-военкоры критикуют Алиева, говорят о шевронах националистических батальонов, которые принял президент Азербайджана. При этом автор такого подарка, Курбанова, заявила, что рада реакции россиян. Большое спасибо, что вы горите, вата должна пылать. Но в следующий раз не забудьте написать имя. Алена Курбанова. Путин провел срочные и закрытые, а также ранее не анонсированные переговоры в Кремле. На встречу к нему прилетел главный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Встреча Путина и Али Лариджани проходила за закрытыми дверями. В соцсетях Кремля очень коротко прокомментировали итоги переговоров. Иранская сторона поделилась с Путиным своими оценками обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг ядерной программы Тегерана. Далее цитата. «С российской стороны были высказаны позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Несмотря на стратегическое сближение Москвы и Тегерана, Кремль воздерживается от безоговорочной поддержки Ирана, особенно на фоне недавней эскалации, когда США включились в войну на стороне Израиля и атаковали иранские ядерные объекты. Тем временем Иран и Евротройка, Великобритания, Франция и Германия, договорились возобновить ядерные переговоры, сообщает Тасним. По словам источника, Тегеран и представители Европейской тройки пришли к принципиальной договоренности о возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана. Однако вопросы времени и места проведения встречи пока находятся на стадии обсуждения. Источник также отметил,
что окончательное решение о стране-хозяине предстоящего раунда переговоров пока не принято. А Трамп, похоже, снова раздражен. Но на этот раз уже политикой Нетаньяху. Теперь из-за ударов Израиля по Сирии. Издание Axios на условиях анонимности цитирует слова сотрудников Белого дома. «Биньямин Нетаньяху ведет себя как безумец. Он все время все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп». Конец цитаты. Второй высокопоставленный американский чиновник в разговоре с журналистами вспомнил об ударе Израиля по церкви в секторе Газа. Трамп позвонил Нетаньяху и потребовал объяснения за обстрел храма, пишет Axios. Третий представитель администрации отметил, что в Белом доме растет скептицизм по отношению к Нетаньяху. Есть мнение, что он слишком импульсивен и разрушителен. Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не умеет себя вести. Кстати, после трехдневных переговоров перемирие между Израилем и Сирией достигнуто и уже вступило в силу. Стороны поставили на паузу боевые столкновения, сообщил посол США в Турции и спецпредставитель США по Сирии Том Барак. Днем ранее посланник Трампа встретился с министрами иностранных дел Сирии и Иордании, чтобы согласовать практические шаги по реализации режима прекращения огня в сирийской провинции Сувейда. Эскалация боевых действий может быть сдержана только соглашением о приостановке насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и отступления от опасности. По состоянию на 17 часов по дамасскому времени все стороны пришли к паузе и прекращению боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к инклюзивности и устойчивой деэскалации является полный обмен заложниками и задержанными, логистика которого находится в процессе. Пили с Лукашенко водку и беспокоились о желудке. Заместитель спецпосланника Трампа Кита Келлога Джо Коул, который был одним из тех, кто в прошлом месяце прилетал в Беларусь для освобождения 14 человек, в том числе Тихановского, рассказал о том, как несколько месяцев выстраивал коммуникацию с Лукашенко и без рюмки не обошлось. В эксклюзивном интервью «Политика» Коул рассказал, что был впечатлен масштабами Дворца независимости, резиденции Лукашенко в центре Минска, когда приехал в Беларусь. В интервью «Политика» Коул заявил, далее цитата, «Он такой огромный, что Том Брэди не смог бы бросить мяч через весь холл». Уже после этих впечатлений было еще одно впечатление – это застолье. Коул в интервью вспоминает, что изначально перед ним стояла задача очаровать Лукашенко и пошутить с ним, что зам Келлога успешно сделал. Тогда Лукашенко показался ему умным и проницательным, а также желающим улучшить отношения с США. После в ход пошла водка и тосты. Обед был долгим. В какой-то момент на стол подали водку, личный бренд Лукашенко, и начались тосты. Лукашенко поднял тост за Трампа. Крис Смит, чиновник Госдепартамента, подтолкнул Коула ответить взаимностью, как это принято в регионе. Коул последовал этому, подняв тост за Лукашенко, и вскоре начал беспокоиться о своем желудке. После обеда, наполненного тостами, серьезных политических разговоров было мало, но между двумя мужчинами завязались отношения. «Все было весело», — сказал Коул. Издание уточняет, Лукашенко в итоге пошел на уступки и в течение нескольких месяцев Минск отпустил на свободу людей, которыми интересовались США. Это в том числе и гражданин США и Беларуси юрист Юрий Зинкович, которого обвиняли в подготовке нападения на Лукашенко, и другие. Россия углубляет сотрудничество с Северной Кореей. На полках супермаркетов РФ появились яблоки и другие товары из КНДР. Об этом пишет Financial Times. Раньше Москва и Пхеньян преуменьшали масштабы своего военного сотрудничества, а теперь они хотят, чтобы мир знал, что их отношения строятся с долгосрочной перспективой, в том числе и на торгово-экономическом сотрудничестве, рассказал в интервью изданию известный кореевед Андрей Ланьков. Северокорейские рыболовные суда в последние месяцы массово заходят в воды у восточного побережья России, а северокорейские производители товаров от джемов и колбас до пива и аккордеонов зарегистрировали товарные знаки в Роспатенте. Покровительство Москвы может оказать по-настоящему преобразующее влияние на экономику Северной Кореи, возродив ее горнодобывающий и сельскохозяйственный секторы, считает Питер Уорд, научный сотрудник аналитического центра Института Сиджона. Даже умеренные инвестиции в сельскую инфраструктуру могут принести реальные выгоды широким слоям северокорейского населения, отметил он.
Умер саудовский спящий принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд, который был в коме 20 лет. О кончине принца сообщил его отец в соцсети X. Аль-Валид впал в кому в 2005 году после автокатастрофы. Страшное ДТП произошло в Лондоне. Там юноша учился в военном колледже, напоминает британский таблоид Sun. Позже принца перевезли в одну из клиник Эр-Рияда. 20 лет родители надеялись, что их сын придет в сознание, и отказывались отключать его от аппарата искусственной вентиляции легких. Прощание со спящим принцем состоялось накануне, также в Эр-Рияде. И напоследок о темных чертах характера, которые влияют на политическую активность в интернете. Ученые рассказали, кто чаще воюет в комментариях. Итак, новое международное исследование показало, что это люди с определенными чертами характера, в частности с признаками психопатии и нарциссизма. Исследование проводилось в 8 странах: Китае, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде, США и во Вьетнаме. Психопаты, люди с холодным, эгоистичным и агрессивным поведением, чаще участвуют в онлайн-политике, независимо от страны. Нарциссы, люди, любящие внимание и одобрение, участвуют в политике онлайн только в отдельных странах, например, США и Филиппинах. Люди, страдающие от страха что-то упустить, тоже активнее участвуют в политических спорах онлайн. Чем ниже уровень умственных способностей, тем сильнее выражена такая активность. То есть те, у кого меньше склонность к критическому мышлению, чаще вовлекаются в эмоциональные и импульсивные политические обсуждения. А что с умными? Люди с более высоким интеллектом, как правило, меньше участвуют в политических сражениях онлайн. Они чаще анализируют информацию, оценивают риски и не поддаются на провокации. Более низкие когнитивные способности усиливают влияние темных черт личности, подчеркивая роль когнитивных факторов в онлайн-политическом участии. Определяя эти сложные пути, это исследование предлагает теоретическую основу для понимания того, как индивидуальные различия формируют политическое участие в цифровых пространствах. Итак, если вы или кто-то из знакомых вечно спорит в интернете, кидается новостями, ссорится в комментариях и не может оторваться от политических скандалов, возможно, дело не в убеждениях, а в личности или даже в страхе что-то упустить, считают ученые. Как вам такие выводы? Напишите ответ в комментариях. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!